Тритон Покер Series в Чеджу запомнился нам не только крутыми блефами, колами и раздачами, но и интервью с известнейшими покерными звездами. И сегодня мы подготовили для вас перевод одного из таких интервью. Его главный герой – легендарный Том Дуррдван, он же некоронованный король блефа. Том, спасибо, что согласился поговорить. Как думаешь, сильно ли изменилась игра со времен High Stakes Poker? Прикиньте, кто-то убрал все двойки, тройки и четверки из колоды. Какое-то безумие. 10 лет назад я катал в онлайне. Это была совсем другая игра. Много дней подряд я сражался с одними и теми же или очень похожими друг на друга игроками. А сейчас за столом постоянно новые лица. Раньше я играл в турнирах, и в турнирах постоянно были новые люди. Сейчас, когда я играю в турниры, я постоянно вижу одни и те же лица, а вот за кэш-столами, наоборот, постоянно появляется кто-то новый. Короче, игра изменилась. А ты сам изменился? Да, 10 лет же прошло. Во многом я остался тем же, но я стал старше, немного мудрее. Но это не точно. Теперь мне надо больше времени для восстановления сил. Годы берут свое. Но, думаю, да, немного я все-таки изменился. Ты много путешествуешь. Где тебе понравилось играть больше всего? Мое самое любимое место, где я когда-либо играл в покер, это Мальдивы. Там очень красиво. Зря я об этом рассказал, ведь когда я был на Мальдивах, я играл в онлайне. Мне нравится Вегас, но там, к сожалению, не играют в шорт-дек. Еще люблю Лондон. Это, наверное, мое любимое место. В Черногории тоже здорово. По крайней мере, летом. Выходишь такой из казино, весь в печали после неудачной сессии. Оглядываешься вокруг, а там красотища, хоть глаз выколи, и настроение сразу поднимается. Сколько времени ты проводишь в Азии? Много. Думаю, в ближайшие пару месяцев буду играть здесь очень много. А что насчет турниров? Как тебе Тритон Series? Моя любовь к серии зависит от того, выигрываю я или проигрываю. В этот раз, например, все просто валится из рук. Я повылетал из всех турниров, которые сыграл, поэтому сегодня мне серия не очень нравится. Вообще, я люблю турниры, но почему-то никогда их не выигрывал. Возможно, я просто не создан для этого формата. У меня лучше получается кэш. В этот раз серия сложилась просто ужасно. На последний турнир я потратил, наверное, 5 баинов, но в призы все равно не попал. А первый турнир серии закончился для меня за 5 минут, но, надеюсь, удача мне еще улыбнется. Похоже, ты всегда на позитиве, вне зависимости от того, выигрываешь или проигрываешь. Это действительно так? Как влияет на тебя поражение? Выигрывать приятнее, чем проигрывать. Я просто стараюсь помнить, что поражение – это часть покера. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь. Бывает. Как думаешь, стали ли азиаты в последнее время играть лучше? Большинство ребят, с которыми я играю здесь, пытаются учиться у меня, а я, в свою очередь, пытаюсь учиться у них. Не думаю, что есть какие-то существенные различия между азиатами и другими игроками. Последние пару лет я играю в Азии почти без перерывов, поэтому мне трудно сказать, что каждый раз, когда я сюда приезжаю, игра меняется. Хотя в прошлом году я сделал большой перерыв. Не играл в Азии пару месяцев, а когда вернулся, заметил, черт, да все вокруг стали играть лучше. Когда ты играешь в Азии, ты даешь советы противникам? Обычно нет. Я на такое не подписывался. Я не имел в виду, что ты учишь противников играть, но хоть что-то им рассказываешь? Иногда, когда я в хорошем настроении, я могу дать пару дружеских советов. Но вряд ли они перевернут чьё-то представление о покере. Даже если я захочу объяснить кому-то что-то важное и полезное, не факт, что у меня получится. Конечно, я замечаю слабости в игре противников и даже понимаю, как их исправить, но не знаю, как это объяснить. Я все-таки в первую очередь игрок, а не тренер. Как-то так. Ты знаешь, что покерное сообщество следит за каждым твоим шагом? Где ты, чем занимаешься? Тебе не кажется это странным? Я даже не знал, что есть такая тема. Ты, наверное, самый популярный игрок на свете, покерист, которого чаще всего ищут в Гугле. Как ты с этим живешь? Не знаю, чувак, я даже не знаю, что тебе ответить. Я не знаю. Больше не буду тебя гуглить. Да, завязывай. Если бы ты мог путешествовать во времени, какой бы совет ты дал себе в молодости? Я бы сказал, учи китайский. Делай это, пока молод. Я пытаюсь выучить язык сейчас, но у меня ничего не выходит. Наверное, я просто не слишком силен в языках. Ты учишь китайский?
ладно, учу, это громко сказано, но что-то делать пытаюсь. Время от времени спрашиваю у ребят, как вы называете это, а как называете то, примерно так. Но всерьез никогда за язык не брался. Располагайся поудобнее и приготовься узнать кое-что интересное. Пришло время прокачать твой покерный скилл. И поможет тебе в этом курс ProCash 3.0. Кстати, наш спонсор оплатит обучение стоимостью 9900 рублей вместо тебя. В курс входит 9 полезных видеоуроков, 2 групповые тренировки и 1 индивидуальное занятие с профессиональным тренером. Поторопись, количество мест ограничено. Ссылка на курс в описании. Можешь вспомнить самый большой отрезок времени, когда ты не играл в покер? Точно не вспомню, но как-то я сделал перерыв на пару месяцев. Это было связано с проблемами в личной жизни. Ты до сих пор любишь покер? Не думаю, что я когда-то любил покер. Если я снова сажусь за стол после долгого перерыва, это доставляет мне удовольствие, но если играть каждый день, проводить за столом по 20-30 часов без перерыва, веселья тут мало. Я бы с радостью занялся чем-то еще, но если я играю, это означает, что игра хорошая, и я не могу просто так взять и уйти из-за стола. Расскажи про шорт-дек. Великая игра. Много экшена, всем весело. И в целом обстановка приятная. За столом нет игроков, которые пришли сюда только ради того, чтобы отжать деньги у любителей. Не то что в этом вашем безлимитном холдеме. 10 лет назад все было иначе, но сейчас игра стала очень враждебной для новичков и любителей. Начинающие игроки или просто те, кто играет ради удовольствия, садятся за стол, быстро проигрывают в одни ворота и уходят из-за стола в плохом настроении. Они не получают никакого удовольствия от процесса. Не буду кривить душой, я играю ради денег, но если у тебя есть возможность зарабатывать в игре, где все остаются в хорошем настроении, вне зависимости от того, выигрывают они или проигрывают, почему бы не делать этого? Именно это может предложить шорт-дек. Даже если ты проигрываешь, обычно ты уходишь из-за стола в хорошем настроении. Думаю, именно поэтому в шорт-деке сейчас столько денег. Даже если игрок заливает, он не чувствует себя полным идиотом, как это часто бывает в безлимитном холдеме. Можно сказать, что шорт-дек в этом плане немного честнее. Как думаешь, у тебя сегодня есть преимущество в шорт-деке, как когда-то было в безлимитном холдеме? В смысле? Ты считаешь себя одним из лучших игроков в шорт-дек сегодня? Пожалуй, да, по крайней мере, пока. Я научился шорт-деку 3 года назад, раньше, чем большинство топ-регов из безлимитного холдема, которые осваивают игру только сейчас. Но все учатся очень быстро, и хороших игроков все больше. Получается, тебе нужно сейчас выиграть как можно больше, пока западные топ-реги не освоили игру достаточно хорошо. Думаю, это уже произошло. Игра сейчас и игра год назад сильно отличаются. Сейчас уже многие понимают, что это за игра и что делать. Пару лет назад я играл за такими столами, где вообще никто не понимал, что происходит. И люди не лучшим образом разыгрывали свои карты. Как думаешь, когда-нибудь настанет день, когда ты уйдешь из покера? Мне бы хотелось, чтобы однажды покер перестал быть моим главным источником дохода. Полностью из игры я, наверное, никогда не уйду, но однажды все-таки настанет тот день, когда игра превратится в хобби. Мне бы хотелось играть поменьше 30-часовых сессий. По крайней мере, однажды. Напомним, Том начал свой путь к вершинам Олимпа с $50. Я уговорил отца положить $50 на мой счет. У меня осталось немного денег с Рождества, и я дал их ему, чтобы он положил их на Paradise Poker, рассказывает Том. Так начался путь будущей акулы покера. Ну а сейчас призовые Тома только в живых турнирах составляют более $3 миллионов, а сколько он выиграл в самых дорогих кэш-играх, остается загадкой для всех. По слухам, эта цифра во много раз больше, нежели его турнирные результаты. С $50 до цифр с 6 нулями. Неплохо, не правда ли? Кстати, ты тоже можешь получать от любимой игры не только яркие эмоции, но и хороший профит. А поможет тебе в этом обучение на ProCash 3.0, которое полностью оплатит наш спонсор за тебя. Подробности ищи в описании под этим видео. Удачи за игровым столом!